Американский удар по ядерным установкам Ирана. Трамп требует капитуляции и не прочь ликвидировать высшего руководителя Али Хаменеи. Участие США в войне на Ближнем Востоке. Новые ответные удары. Иран призвал жителей Израиля бежать. Германия благодарит Израиль за выполнение грязной работы, а Кремль призывает Нетаньяху остановиться. Путин снова сделал предложение. Трамп кинул Зеленского и европейцев. Почему мировая пресса пишет о провале на G7 и угрозе для саммита НАТО? Тайные поставки оружия для Киева. Североатлантический альянс засекречивает всю информацию о передаче военной помощи Украине из-за российской разведки. Детали. Россия готовит ответный удар. Заявление Госдумы РФ после атаки на российское посольство в Европе. Срочное заседание ООН. Киев готов к переговорам с РФ. GPS-хаос над Балтикой. Последствия невидимой войны. И Россия без интернета. В 30 регионах страны глушат сигнал. Власти выпустили заявление. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Трамп кинул Зеленского, а план европейских лидеров провалился. Американский президент не дождался на полях саммита G7 украинского президента, который надеялся на встречу, чтобы обсудить возможную покупку американского оружия и в целом американскую помощь для ВСУ. Wall Street Journal пишет, что Трамп, который пытается быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной, в этом месяце предположил, что обеим сторонам, возможно, придется продолжать воевать, прежде чем они будут готовы к миру. Европейские лидеры стремятся удержать администрацию Трампа в поддержке Украины, включая предоставление военной разведки и оборудования, и надеются убедить Трампа поддержать новые санкции, чтобы нанести экономический ущерб России. Они рассчитывают, что это подтолкнет Россию к согласию на прекращение огня. Обсудить оборонный пакет с Трампом Зеленскому не удалось. Однако Канада, как принимающая сторона саммита, заявила о выделении крупного пакета военпомощи на сумму в $1,5 миллиарда США. Киев получит беспилотники, вертолеты и боеприпасы. Премьер Канады заявил о таком решении, вспоминая последний массированный удар России по украинской столице и Одессе. Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к переговорам, но нужно оказывать давление на Москву. Да, это большая трагедия для нас, и нам нужна поддержка наших союзников. И я здесь, и благодарю за военный пакет. Это важно для наших солдат, чтобы они оставались сильными на поле боя, чтобы оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Я думаю, это очень важно, но для этого нам нужно давление. Почему же Трамп бежал из Канады? Мировые издания, да и в Вашингтоне говорят, причина – Ближний Восток. Президент США созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить Израиль и Иран. Тем не менее, Bloomberg пишет, что несмотря на это, отказ Трампа от участия в G7 подчеркнул его пренебрежение к саммиту, который когда-то был местом обсуждения международных кризисов для единомышленников. При этом, по данным издания, Трамп может продолжить гнуть свою линию, что опасно расколом в НАТО. Все это не сулит ничего хорошего для предстоящего саммита НАТО на следующей неделе, который Трамп также может счесть недостойным своего времени. События в Канаде не остались незамеченными и в России. В МИД РФ встречу Большой Семерки прокомментировали так. Главным результатом заседания «семерки» стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции, зафиксирован самострел. В НАТО при этом говорят, что Россия следит за каждым шагом стран-членов, знает все до деталей, а поэтому принято решение. Отныне Североатлантический альянс прекратит разглашение деталей о поставках вооружений Украине, чтобы затруднить планирование военных операций России. Об этом пишет The Moscow Times. В НАТО даже нарастает обеспокоенность тем, что Россия пользуется информационной открытостью альянса, уточняет издание. В то же время в Москве говорят, что знают цели в Украине и бьют по ним. Так в РФ прокомментировали удар в ночь на 17 июня. В Минобороны РФ заявили, что цели достигнуты, а били по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Мониторинговая миссия ООН по правам человека при этом заявляет, что Киев пережил один из самых страшных ударов. Комбинированная ракетно-дроновая атака российских вооруженных сил в ночь с 16 на 17 июня, вероятно, является самой смертоносной атакой на Киев за почти год. Мониторинговая миссия ООН акцентирует внимание, что жертвами стали более 10 человек, пострадавших более сотни. Накануне в Киеве на протяжении всего дня велись поисково-спасательные работы в Соломенском районе, где был разрушен целый подъезд жилого дома. Сегодня в украинской столице день траура. Из-за этих событий Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Мы имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и еженочно совершает московский режим.
Это преступление против человечности, требующее не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, в первую очередь Совета Безопасности ООН. Трамп при этом взял на некоторое время молчание. Он не комментировал удар по Украине, точнее узнал об этом только от журналистов и не смог ничего сказать конкретного. При этом ранее заявлял, что часто договоренности срываются после того, как были достигнуты. Причина в атаках. В Кремле же вновь накануне подтвердили, произошел срыв переговоров между США и РФ. Нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой под вопросом. Ну, там по линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис, как вы знаете. Россия готова к ответному удару. Предупреждение из Госдумы полетело в Стокгольм после того, как пакет с краской прилетел по территории торгового представительства России в Швеции. В прямом смысле. Неизвестные сбросили с беспилотника такой пакет с краской на центральный вход в здание. В России заявляют, что на территорию торгпредставительства распространяются иммунитеты и привилегии, в числе которых обязанности принимающего государства по обеспечению неприкосновенности иностранных миссий. Это была цитата. Конечно, Швеция должна очень серьезным образом разобраться с этим инцидентом. Это может выйти боком для Швеции, тем более сейчас такой историей антироссийской, которую мы замечаем. Поэтому очень важно сейчас, чтобы очень быстро спецслужбы местные предоставили нам информацию достаточно. Отмечу, что это не первый инцидент. В России насчитали уже как минимум 15 сбросов емкостей с краской на территорию ее диппредставительства в Швеции. Нет дипломатии, да ударом. Американские вооруженные силы готовы реагировать на просьбу Нетаньяху. Трамп все больше склоняется к тому, чтобы нанести американский удар по Ирану, причем по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, а сам Трамп уже публично требует капитуляции Ирана. Он уже заявил, небо над Ираном теперь под полным контролем Америки. Теперь мы имеем полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана. У Ирана были хорошие системы слежения за небом и другое оборонительное оборудование, и его было немало, но оно не сравнится с американскими разработками, созданными и произведенными в США. Никто не делает это лучше, чем добрые старые Штаты. Али Хаменеи тоже под прицелом американцев. Высшего руководителя Ирана Трамп назвал легкой мишенью и заявил, что пока его не будут ликвидировать. Но терпение на исходе. Это была цитата. Похожее заявление прозвучало и из уст министра обороны Израиля. Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по гражданам Израиля. Ему следует помнить, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел по этому пути против государства Израиль. Мы сегодня продолжим действовать против цели режима и военных объектов в Тегеране, как мы сделали с органами пропаганды и подстрекательства. NBC News сообщает, что США уже задействовали свои военные корабли для защиты Израиля от запущенных Ираном ракет. Но Иран готов продолжать удары по Израилю. В Тегеране предупредили, что операции, которые были проведены ранее, были лишь предупреждением, а карательная операция будет проведена в ближайшее время. Это была цитата. Иран призвал жителей нескольких городов Израиля эвакуироваться. Серьезно предупреждаем жителей оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти районы ради собственной безопасности и не стать жертвами варварских действий Нетаньяху. Израиль накануне нанес новую серию ударов по иранской территории. Иран в ответ вечером запустил баллистические ракеты, которые были сбиты. И если в первом пуске было всего 3 ракеты, то за полночь ситуация кардинально изменилась. Иран совершил несколько серий атак. Под ударом баллистики оказался Тель-Авив и не только. Из Ирана Али Хаменеи заявил, битва началась. Израиль также в ответ открыл огонь. Цель – Тегеран. Цахал даже призывал эвакуироваться целому району иранской столицы, где проживает более 400 тысяч человек. На фоне этих событий пресса сообщала, что Нетаньяху и Трамп провели переговоры. Американская разведка при этом считает, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия и был по меньшей мере в 3 годах от возможности его создать. Теперь, после нескольких дней израильских авиаударов, чиновники из разведки США считают,
что пока Израиль, возможно, отодвинул ядерную программу Ирана назад лишь на несколько месяцев, сообщил один из источников, американский чиновник. Даже несмотря на то, что Израиль нанес значительный ущерб объекту в Натанзе, где находятся центрифуги, необходимые для обогащения урана. Второй, сильно укрепленный объект обогащения Форда остался практически нетронутым. За событиями на Ближнем Востоке следит весь мир. Немецкий канцлер Мерц, например, поблагодарил Израиль, далее цитата, «Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас». Конец цитаты. Я могу только выразить большое уважение к тому, что израильская армия, израильское руководство имели смелость это сделать. Иначе мы, возможно, месяцами и годами наблюдали бы за террором этого режима. Возможно, еще и с ядерным оружием в их руках. В российском МИД тем временем поздно вечером 17 июня, после появления сообщения о том, что США готовы вступить в войну, выпустили экстренное заявление. Там раскритиковали тех, кто поддерживает действия Израиля, назвав такие страны соучастниками, и призвали Израиль одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки, иначе все идет к мировой ядерной катастрофе. В Кремле же повторили, что Путин готов вмешаться и выступить посредником, но никто пока такого желания не изъявил. Российская сторона, и в частности президент Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание, как минимум со стороны Израиля, обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это вот то, что мы констатируем. GPS-хаус над Балтикой. Польша обвиняет Россию в навигационном саботаже. Сигнал GPS в Балтийском регионе нестабилен, заявляет Варшава. В Минобороны страны уверены, что в последние дни небо над Северной Польшей и над акваторией моря стало ареной невидимой войны. Все больше сообщений от пилотов, военных операторов, дронов и обычных пользователей GPS. Сигнал либо пропадает, либо искажается до неузнаваемости. Ситуация обострилась настолько, что пассажирский рейс из Аликанте в Быдгощ был вынужден экстренно изменить курс и приземлиться в Познане из-за навигационных сбоев. Польша уверена, во всем виновата Россия. Мы наблюдаем эти перебои. Они фиксируются над акваторией Балтийского моря также у наших союзников в странах НАТО, как в балтийских, так и в скандинавских странах, поэтому мы реагируем. По данным наших источников, эти действия связаны с действиями Российской Федерации, в том числе с актами саботажа. Россия официально отрицает свою причастность к подобным событиям. При этом помехи охватили не только Польшу. Тревожные сигналы поступают из стран Балтии и Скандинавии. Воздушное пространство над Балтикой стало зоной риска. В Минобороны Польши при этом говорят, страна является восточным щитом Европы и НАТО, а поэтому надо вооружаться на случай возможной войны с Россией. Накануне воздушные силы Польши пополнились американскими вертолетами «Апачи». Пока партия небольшая, предназначена для подготовки пилотов и техников, но уже после 2028 года страна ожидает получения еще 96 вертолетов типа АН-64Е. Это современная версия «Апачи», которая предназначена для борьбы с беспилотниками. Тем временем в России мобильный интернет под ударом. По всей стране растет волна отключений. Власти ссылаются на атаку дронов. Официальная версия ограничений и перебоев в работе – угрозы со стороны беспилотников ВСУ. По данным проекта «На связи» накануне перебоя с доступом в интернет зафиксированы как минимум в 31 регионе. В списке Якутия, Амурские, Пермские и Алтайские края, Ханты-Мансийский автономный округ, Омская, Курганская, Челябинская, Самарская, Тверская, Владимирская, Псковская, Курская, Белгородская, Брянская и ряд других областей, а также Татарстан. В Нижегородской и Воронежской областях глушат не только интернет, но и мобильную связь. Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действия определяют силовые ведомства совместно с операторами связи. Сеть режут кусками, где-то исчезает связь в масштабах целых городов, где-то только по районам. Власти объясняют все мерами безопасности и режимом КТО, действующим с августа 2024 года. Например, брянские чиновники ссылаются на закон о противодействии терроризму, который формально позволяет приостанавливать услуги связи. Однако официальный режим КТО введен пока лишь в приграничных регионах Белгородской, Курской и той же Брянской областях. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.